Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с таким вот баллончиком. Это обезжириватель. К сожалению, он у меня кончился. Классная штука. Вот с ним сегодня поработаем. Видите, он уже пустой. Также нам понадобится кусочек камеры старой. Друзья, стоп, чуть-чуть не забыл. У нас же с вами в этом ролике конкурс. А правила конкурса немножечко будут попозже. Так что смотрим ролик до конца и принимаем участие в конкурсе. Всем приятного просмотра. Все делается очень просто и по вашим комментариям, и по вашим советам. Самое главное, проверяем, чтобы ничего в баллончике не было. Вооружаемся дрелью с сверлышком и начинаем сверлить сквозное отверстие. Отверстие 6 и 7. В данном случае у меня. Еще нету внутри, но в обычном баллончике шарики есть. Я вот решил 2 шарика добавить. Это у меня от старых там пистолетов. Теперь будет шарик. Вооружаюсь ножовкой по металлу и отрезаю вот здесь вот прям возле самой резины сосок. Вот так обрезанный сосочек выглядит. Нужно его вставить сюда. Здесь немножко потолще. Я специально немножко сделал отверстие поменьше, чтобы сосок держался в самом баллончике. Теперь я включил паяльник, но сейчас понимаю, что немножко я сглупил. Надо было немножко выше делать, потому что здесь не очень удобно будет пропаивать. Тем более пайщик с меня еще 90 уровня. Ну, я думаю, не все сразу рождаются инженерами. Ну, я, по крайней мере, учусь. Друзья, на носу у нас с вами скоро Новый год. И чтобы не париться с выбором хорошего подарка, во всех инструментах сейчас проходит акция с подборкой подарков, которые реально приятно дарить. А самое главное, подарки заряжены талисманом наступающего года. Я, кстати, тоже себе уже приобрел инструмент, но для вас, конечно же, приготовил небольшие подарочки. Подарочки у нас на 5 человек. Это вот такие вот классные. Сейчас расскажу по порядочку, что за 1, 2, 3, 4, 5 место будет. За первое место у нас будет вот такой вот обалденный набор на 200 предметов. Здесь у нас набор бит, головок, также сверла. Блин, классно. Прям подпишу, чтобы не забыть. Номер 1. А за второе место у нас будет чуть-чуть поменьше вот такой вот наборчик в чемоданчике на 127 предметов. Тут также есть у нас и головки, и биты, и сверла. Также подписываем, чтобы потом нам не забыть. За третье место ничуть не хуже. Тоже отличнейший набор с набором головок всяких всевозможных и бит. Также есть в наборе отвертка. Это у нас будет третье место. За четвертое чуть-чуть поменьше наборчик на 40 предметов, но с сумочки мягенькой. Это у нас будет за четвертое место. За пятое место будет такой вот набор сверел. Открываем. Вот так он выглядит. То есть вот так можно поставить. Слушайте, ну приятно. Тут от 3 до 10 трех видов по металлу, по дереву и по бетону. Подписывать его не буду. Жалко. Ну, давайте подпишем, человек. Будет память, что это был 5-й. Вот так. Друзья, но правила у нас будут совершенно простыми. Нужно быть подписанным, конечно же, на меня. Поставить лайк этому ролику. Написать комментарий со словом «инструмент». Количество комментариев не ограничено. Чем больше, тем больше шансов выиграть. Разыгрывать мы будем на территории Российской Федерации. Но, к сожалению, вот принял я такое решение. Так что ничего, друзья, личного. Итоги подведем мы 25 декабря в 8 часов вечера в прямой трансляции, чтобы было все честно. Так что вам всем желаю победить. Участвуем в конкурсе. Прямо сейчас пишем комментарии. Встретимся в прямой трансляции 25 декабря. Ну, в общем, как-то вот так вот получилось. Даже вроде, в принципе, неплохо. Ну, надо проверить, конечно, сначала это воздухом. Сейчас попробуем сделать еще с одного баллончика. Также пустой баллончик из-под краски. Здесь хочу отпилить его вот до сюда. Баллончик также пустой, но может быть немножко краски там остаться. Лучше я положу тряпочку, чтобы не испачкать. И пилю ножовкой обычно. По итогу плюнул, взял УШМ. У нас там 2 шарика. И трубочка, видите, поэтому часть я эту и обрезал покороче. При помощи ацетона все промою. По итогу баллончик я промыл. Вот такие там 2 шарика. Если кто не знал, да, вот кому-то, может быть, где-то пригодятся в пустых баллончиках. Запускаем их сюда. Теперь нам пригодится, как всегда, пластиковая бутылка. Примерно вот так вот ее отрежем. Также пригодится нам кусочек вот той же самой камеры, которая была у нас задействована в первом случае. Отрезаем от нее 2 колечка. Колечки одеваем на баллончик.
поправляем, чтобы были ровненькие. Кладем шарики вовнутрь. Надеваем бутылку до самого упора. Теперь беру строительный фен. Получается у нас такая вот бутылочка. Теперь нам нужно в пробке сделать отверстие. Отверстие делаю по центру, сразу конусным сверлом. Теперь взял сосок от бескамерной покрышки и вытаскиваю при помощи пассатишева. Вот так вот. Он будет плотненько здесь сидеть. Единственное, что вот этот стоит у нас, этот не стоит. Вот этот точно я знаю, что будет работать. Уже делал примерно похожее, но для ацетона. Это же у нас будет для краски. Сейчас попробуем заправить, покажу, почему вот этот удобнее. Заливать нашу бутылку буду обычно лак дуб, быстро сохнущий для внутренних и наружных работ. Ну, я понемножку, прям, чтобы чисто попробовать нам. Теперь можно спокойно взять и залить. Наливаем вторую порцию. Ну, а здесь мы не обойдемся без шприца во втором случае. Нам, естественно, нужно выкрутить золотник. Я делал вот такую вот штучку сам, чтобы не искать ничего, чтобы можно было спокойно взять и выкрутить. Вставляется и выкручивается. Теперь при помощи шприца зальем. Закручиваем золотник. Накачивать буду все с компрессором. Не обязательно делать компрессором. Можно и автомобильным насосом, ручным насосом. Видно? Да, 4 с копеечкой. Так, один накачали. Теперь берем второй. Но пока все идет по плану. Все до 4 докачали. Теперь надо попробовать. Так, первый наш испытуемый. Что скажет нам? Ну, даже лак немножко разбавив растворителем, сделать его немножко пожиже. И уже получается, что можно покрывать деревяшки и не пачкать руки и кисточки. Ну, какую-нибудь мовильку, я думаю, вообще будет здорово заправлять. Потому что вот, ну, издалека вон она. Видите, на каком расстоянии. Вон. Другую краску добавить. Что это она. Идея рабочая. Только единственное, что вот этот баллончик нельзя. Другой, если залил лак, то все, больше другой ничего не зальешь. Либо промывать, я не знаю, но проблематично. Здесь же гораздо проще: открутил, залил какой-нибудь промывочки, ацетончика, растворителя, промыл, залил другой жидкости, другой краски, и все будет отлично. Я думаю, что идеи рабочие. Друзья, ну а вам, как всегда, огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Обязательно напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Также не забудьте поучаствовать в конкурсе, напишите комментарий, будьте подписаны на мой канал и напишите какой-нибудь хороший комментарий. Ну, можно и плохой. Вам я еще раз говорю спасибо, всем вам крепкого здоровья, до новых встреч, пока-пока.